Думаете, что жизнь в Грузии – это солнце, вино и хачапури? Почти да, но есть нюансы. Сколько коммунальных платежей вам придется платить? Надо ли платить налоги? И вообще, готовы ли вы к грузинскому менталитету? Давайте разберем топ-10 вещей, которые должен знать каждый, кто хочет жить в Грузии. Вы снова на канале GPI. Здесь мы говорим о недвижимости и инвестициях в Грузию. Сегодня новая серия цикла «Азбука недвижимости». Сегодня буква «Ж». Жизнь в Грузии. Формат будет вопрос-ответ. Игорь, наш оператор, который за кадром, задает мне вопросы относительно жизни в Грузии. Я на них отвечаю. Итак, буква «Ж». Жизнь в Грузии. Ну что ж, начнем с того, что мы хотим купить здесь недвижимость. И какие здесь правовые аспекты, сложно ли это сделать? Процедура покупки недвижимости в Грузии самая легкая в мире, где я встречал. Любой иностранец может купить любую недвижимость в Грузии, кроме земельного участка, буквально за 30 минут. Ну, для этого нужен только паспорт и немножко денег. Ну хорошо, а если у меня нет всей суммы сразу? Вы можете прибегнуть, если это вторичное жилье, вы можете прибегнуть к ипотечному кредиту. Мне дадут ипотеку, я не гражданин. Вам дадут ипотеку, вам нужен только паспорт. Еще раз повторяю, чтобы купить недвижимость в Грузии, нужен только паспорт и немножко денег. Если же вы хотите купить жилье в новостройке, то каждый застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку до окончания строительства. А некоторые застройщики дают расширенную рассрочку. Это означает, что вы можете переехать в свою квартиру и платить платежи по рассрочке, живя в своей квартире. Вот так. Налоги. Я слышал, что налоги очень низкие, но насколько это правда? Налоги на жизнь в Грузии действительно очень низкие. Если вы индивидуальный предприниматель и зарабатываете до 100 тысяч лари в год, это примерно около 4 тысяч долларов в месяц, то вы платите всего 1% от оборота. Налоги на недвижимость еще меньше. Если ваша недвижимость одна и приносит вам не больше 40 тысяч лари в год, это примерно не больше 1000 долларов в месяц, тогда вы не платите вообще никаких налогов. Но если же вы зарабатываете чуть больше, то и будет платить немножко налогов, но не более 1% от стоимости недвижимости. Окей, а как тут вообще с ценами на еду, транспорт и так далее? Цены на такси в Грузии самые низкие в мире. Стоимость проезда на автобусе составляет всего 30 тетри. Это 10 центов, 10 рублей стоимость проезда в транспорте, а еда в Грузии дорогая. Как правило, почти вся еда в Грузии, она импортируемая, соответственно, молочные изделия, мясо, ну, особенно молочка на самом деле, в среднем стоит дороже, чем даже в Европе. Но все, что производится в Грузии, стоит очень недорого. Мандарины, апельсины, киви, овощи, все там помидоры, огурцы, это все очень недорого. А вот молочная продукция и мясо стоят чуть дороже. Ну а коммуналка? Коммунальные платежи за квартиру составляют не больше 50 долларов. Это включает в себя оплату газа, света, воды, лифта и интернета. За квартиру больше 50 долларов не получается никогда. Инфраструктура, доставки, там, и еды, и в том числе товаров, как тут все это развито и развито ли? Вообще все развито, Игорь. Я вот, слышал такие комментарии, особенно тех, кто приехали из Москвы, вот, и москвичам не очень нравится, что очень плохо работают сервисы. Я такого не замечал. Единственное, что здесь нюанс с доставкой, что ее не приносят до двери. Ее оставляют возле подъезда и нужно спускаться. Это обусловлено тем, что все чипы в Грузии, они платные, и грубо доставщик не может попасть к вам домой. Поэтому вам приходится спускаться. Это многим не нравится. Ну, знаете что, мне полезно ходить, поэтому я с удовольствием встану и прогуляюсь либо до магазина, либо до доставщика на первом этаже. Это раз. Второе, меня приятно удивило, что здесь, в Грузии, можно заказать любой товар отовсюду в мире, и он придет здесь на почту. Это стоит очень недорого и довольно быстро. Я заказываю себе некоторые там вещи, особенно для автомобиля, с eBay. Он приходит здесь, я забираю в Камексе, прямо на складе. Многие, знаю, заказывают там одежду, там товары из Китая, все приходит сюда же. Все очень быстро, все очень недорого, поэтому я не испытываю никаких сложностей с точки зрения покупок или товаров. Рестораны в Грузии очень недорогие, покушать можно, ну не знаю, в каком-нибудь Тавадуре 10 хинкали, салат будет вам стоить 15-20 лари. Это 5 долларов. Можно поесть в ресторане хинкали и салат. Дальше. Местная культура и традиции. Есть что мне не нравится, есть что нравится, есть куда расти. Да? Что не нравится?
Я считаю, что кидать стаканчики из машины и бычки выкидывать на ходу из машины, это плохая плохая такая традиция, это можно исправить. Ну давай так скажем, потому что многие грузинам это тоже не нравится, и они точно так же это говорят. Естественно, ну для меня, вот, ну, что мне не нравится вот, как бы, в культуре, да, именно, что вот это меня прям раздражает. Просто я сам курильщик, я сам курю, редко в машине, но тем не менее, я никогда не выкидываю бычки на улицу. Что касается менталитета, ну да, вас могут просто запоить вином, заговорить тостами, вас могут здесь заобнимать, не знаю, заприглашать. Ну, наверное, да. Как бы не всем это подойдет, но я человек очень общительный, мне нравится такая история. Мне очень нравится, что там можно обратиться за помощью, и эта помощь не останется, этот вопрос не останется без ответа. Вот давай про помощь немножко. Ну, меня это прям очень сильно, не то что, я просто в какой-то момент себя поймал на мысли, что мне внутри Грузии вообще не страшно где-то оказаться. Там сломалась машина где-нибудь на трассе, еще что-то. Я знаю, что в самом плохом случае, то есть в смысле, если что-то очень плохое случится, там машину будет эвакуировать. У меня такое почти раз было. Меня там и в ванну отправили помыться, после того, как я там испачкался, вытаскивая эту машину. И накормили, и спать уложили. Абсолютно безопасно. Отправили. В Грузии абсолютно чувствуешь себя абсолютной безопасности. Мы один раз с другом, с Ваней, заблудились в лесу. Прям заблудились, в поход пошли, заблудились. И вышли на какую-то опушку, там стоял дом. В этом доме нас так приняли, что у меня в телефоне записано имя, да, я записал там, второй отец. Потому что ну, вот приняли так, что я вот себя как дома чувствовал. На самом деле. И так везде. У меня машина была, я ехал, сейчас остановился, там карту посмотреть. Пока я смотрел карту в телефоне, трое остановились, там сломался, что-то помочь, там колесо, что там случилось. То есть в этом плане, конечно, в Грузии все очень участные, все как бы, все интересуются и, ну, очень безопасно. Очень безопасно. Ну, это такая включенность в да. то, что происходит. Вовлеченность, включенность, да, это правда. Знаешь, вот мы обсуждаем с клиентами, часто ездим, там, они говорят, а почему новый бульвар нравится некоторым? Я говорю, ну вот там на новый бульвар нравится молодежи, там трусы не висят всякие, там, ну этих, белья всякого нет. И почти все говорят, блин, а мне нравится это такое, ну, особенность такая, мне вот, ну, нюанс такой, как бы, как объяснить это правильно, перчинка, не перчинка, как это, аутентика такая, да. Что не нравится из того, да, это качество строительства в первую очередь. У меня профдеформация, я все-таки занимаюсь недвижимостью. И я не понимаю до сих пор, почему новый дом, вот новый, только вот ключи отдали людям, заходишь, там уже лифт старый, уже все пообвалилось, уже все такое, все старое сразу. Вот этого я не понимаю, не могу пока понять, не разобрался. Медицина. Первое, что нужно сделать всем, кто приезжает в Грузию, оформить себе медицинскую страховку в компании GPI. Дело в том, что крупнейшая страховая компания в Грузии называется тоже GPI. И нам даже писали комментарий на Google картах, что отвратительная страховка и поставили нам 1 балл, хотя мы вообще к этой страховке не имеем никакого отношения. Ну, что делать? Подпортили нам немножко рейтинг. Я за 6 лет обращался буквально несколько раз. Медицина на хорошем уровне, но она платная. И там, я вот недавно проходил МРТ спины и прием у невропатолога, мне обошелся в $150. Я без страховки вообще абсолютно, просто сходил вот и обратился. Поэтому медицина хорошая, медицина просто платная. Нет бесплатной медицины, мы все-таки иностранцы здесь, поэтому я рекомендую всем, особенно женщинам, и особенно женщинам в возрасте, оформлять себе медицинскую страховку для того, чтобы получать бесплатное медицинское обслуживание или обслуживание по минимальным ценам. В общем, пользуйтесь страховками на территории Грузии. Я знаю, что многие грузины сами ездят в Турцию. Знаю, что ездят, да, в Турцию волосы ремонтировать. Ну, я не знаю, ну, ездят, да. Хотя вот что еще по медицине. Я зубы здесь себе делал. Зубы в Грузии делал. МРТ сделал в Грузии. Прививку от ковида делал в Грузии. Нет, ну давай так. Я знаю, много граждан Израиля приезжают в Грузию делать зубы. Да. Вот с точки зрения, да, стоматология здесь на очень высоком уровне. Что ж, тут есть тема образования и школы. Насколько она тебе близка, Антон? Близка, поскольку у меня есть сын, правда уже совершеннолетний, в прошлом году стал. Он ходил здесь в школу, здесь есть государственные школы с русским сектором, где есть один класс в параллели, который преподавание ведет на русском языке в государственных школах. Я не знаю насчет наличия мест там, поэтому я здесь не буду говорить. Есть много платных школ, мой ходил в 21 век, есть Евро 2000, есть много мелких, Прогресс еще есть, да, американские школы. В общем, есть много частных школ, довольно-таки
недорогое доступное образование, я помню, платил тогда $1000 в год, насколько я помню. 100 долларов в месяц, значит, получается. Ну, совершенно Сейчас там деньги. около 4500 или 5000. Сейчас? В 21 веке, да. Лари, в смысле. Ну, мой-то учился, извините, 4 года Ну, да, назад. да, я просто говорю, ну это где-то 1500 получается. Да. Ну, то есть сейчас 1500. Ну, в общем, образование стоит для ребенка в школе $100 примерно в частной, ну, там, 150. Если мы говорим про садик, я думаю, что примерно такие же, может быть, чуть-чуть дороже. У меня в садике тоже, Антон только ходит, дочка. В общем, все доступно. Но грузинская школа дает возможность получить ребенку ВНЖ. Да. Это плюс. Да. Ты знаешь, что есть грузины, которые отправляют детей в русский сектор грузинский? Да, конечно. Это меня сильно удивило. Конечно, потому что, ну, я скажу больше, вообще связи между Россией и Грузией, особенно у аджарцев, они очень плотные за счет туризма. И понимаешь, что делать? Твой ребенок будет на старте. То есть, если твой ребенок в Тбилиси, например, учится, то логично было бы на грузинском языке преподавать и учить с 1 класса английский язык. Если твой ребенок аджарец, ну и ты живешь в Аджарии, то логичнее было бы, чтобы он учился в грузинской школе, но чтобы он знал русский язык. Русский является международным языком. Граждане Израиля, Азербайджана общаются между собой на каком языке? На русском. Армяне общаются с казахами на каком языке? На русском. А по поводу высшей школы здесь есть университет и есть мореходка. Да, есть университет Шотыр-Руставели, есть морская академия. И для многих, кстати, грузинских детей, аджарцев, понятно, карьерная лестница — это пойти в морскую академию, пойти моряком, сначала юнгой, потом там и потом стать капитаном. Это вообще мечта любого в целом аджарца — стать капитаном дальнего плавания. Окей, а как здесь мы про транспорт, в принципе, уже поговорили, но с передвижением за пределы Батуми? Сел в машину и поехал в Гадерзе, в Местию, в Тбилиси. Летают самолеты в другие страны. Вообще нет проблем. Вот здесь я в Грузии чувствую себя свободным человеком, потому что я могу из Грузии добраться до любой точки мира, не выходя из машины. Я шучу, ну, то есть здесь все рядом. Здесь 3 аэропорта в стране. Из Кутаиси можно дешево улететь хоть хоть куда. в Париж, хоть куда. Хоть куда. Нет, из Батуми, нет, что делаю я обычно? Я не еду в Кутаиси, я вылетаю из Батуми в Стамбул, из Стамбула хоть куда, и лететь 30 минут. Ну что ж, про безопасность мы тоже поговорили, про экологию. Расскажи нам про экологию. Знаешь ли что-то про экологию? Я слышу, что в последнее время воздух в Батуми грязный, но так как я вырос в Новосибирске, вот, поэтому для меня экология в Грузии великолепная. Здесь растут эвкалипты, здесь ботсад, здесь зелено круглый год, очень много кислорода, пахнет йодом от моря. Ну, кайф, с экологией здесь все как с вином. И постоянно что-то цветет, мне вот это удивило. Постоянно. А редких, наверное, плохо. Мне вот кайф. Я занимаюсь работой, Игорь, я так могу сказать. Я работаю. У меня дом, работа, в выходные я уезжаю куда-нибудь за город, там, в горы с друзьями. У тебя киноклуб. Ты тоже много работаешь, и у тебя есть хобби киноклуб. У меня друзья, которые здесь живут, там, они любят настолки. Здесь миллион клубов всяких разных по настольным играм. Открылись какие-то бильярдные. Я много гуляю. Мне этого хватает в целом. Много баров там. Люблю там выпить вина. Очень много баров, ресторанов, куда можно пойти провести время там, на первой линии моря. По хобби. Вот Антон, он занимается бегом. Здесь есть беговые клубы. Вот они там тренируются, встречаются постоянно там, и так далее. Кто там родители, у них там частные школы, детские сады, кружки по интересам. Вот опять же у Антона дочка, она ходит на ролики, на плавание. Там. Кто-то еще. Ну, я не знаю. Это отличный современный город для жизни. Именно для пешеходов. Для автолюбителей это ужасный город. Ты как раз же. А? Да. Для автолюбителей это же, а для пешеходов это во. Некоторым кажется, что они вот приедут, и их, во-первых, никто не будет понимать, во-вторых, им не с кем будет общаться. Игорь, чтобы это понять, нужно приехать не сразу жить, а приехать сначала. Познакомиться со страной, с обычаями, с менталитетом, пожить здесь какое-то время, арендовать квартиру, пожить, погулять, зарегистрироваться в чатах местных, сходить там какие-то, поиграть, познакомиться с людьми, кто здесь живет, как у них поспрашивать живет. И тогда сделать полную картину. Дело в том, что сидя на диване у себя перед телевизором или перед мобильным телефоном, где-то там в каком-нибудь Салихарде, вы никогда не поймете, хорошо вам здесь будет или плохо. Приедьте сюда на неделю, в любое время. В августе здесь чуть дороже цены, да, и погода отлично, можно покупаться. Вот сейчас у нас на улице плюс 14, солнце,
Проживание в пятизвездочной гостинице стоит $20 с завтраком. Приезжайте в Грузию, знакомьтесь с грузинской жизнью. Если вам понравится и вы захотите купить квартиру, обращайтесь в нашу компанию. Если вы хотите не просто купить квартиру, а начать новую жизнь, обращайтесь в GPI. Мы поможем с переездом, школой для детей, поможем с арендой квартир и вообще поможем вам интегрироваться в грузинскую жизнь. И как всегда, до встречи в Грузии.